Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня предлагаю вам связать самый шикарный комплект на лето этого сезона 2021 года от японских дизайнеров. Посмотрите внимательно. Жакет и блузочка. Очень элегантный, очень вид такой, знаете, утонченный вкус, вид леди, согласитесь. В сегодняшнем мастер-классе мы с вами подробнейшим образом разберем вязание нашего вот этого жакета с длинным рукавчиком. Вот. Про блузочку я покажу только выкройку. Узор мы будем вязать, и он, как вы видите, одинаковый, да, что, ну это же комплект, что у жакета, что у блузочки узор одинаковый. И я думаю, что вы без проблем, девочки, по моему мастер-классу сегодняшнему, по аналогии, по моим расчетам и объяснениям сможете самостоятельно для себя рассчитать и блузочку. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. То есть я на это как бы рассчитываю и надеюсь. Вот, потому что берем более сложную модель жакета, да, более сложный, скажем так, объект из данного комплекта, да, ну и блузочка шикарная, просто глаз не отвести. Узор мы с вами сегодня свяжем из конкретной пряжи, которую я буду рекомендовать, полухлопкового, такой полухлопок. И мы будем с вами определять плотность вязания. И после этого на основании рассчитанной плотности будем составлять описание. У нас сегодня с вами будет очень много, значит, размеров охват. С 42 по 54 размер. У меня будет сегодня составляться описание. Описание я выложу под видео для вашего удобства пользования, но подробнейшим образом обосную вам каждую циферку в этом описании, откуда она взялась и как она рассчитывалась. То есть вот таким образом будет сегодня очень содержательный у нас с вами разговор по данным моделям. Итак, мои хорошие, смотрим пряжу. Предлагаю, девочки, связать вам этот красивый комплект, жакетик и красивую блузочку из пряжи Yarn Art Jeans. 55% хлопок, 45% полиакрил, цвет 74 и 50 грамм, 160 метров. Спицы я взяла 3,5. Вот. И вот так выглядит наш с вами узорчик. Смотрите. Здесь у меня связана косичка по центру и наш ажурный узорчик на 13 петлях. С двух сторон он идет симметричный, да? Довольно интересный узор. Очень такой привлекательный и несложный. И, в общем-то, не забитый такой сюжет, скажем так, да? Ну, давайте посмотрим схему. Вязать его несложно. Средний уровень мастерства понадобится, в принципе. Вот. И давайте более подробно смотрим, разбираем схему, условное обозначение. Вот так, девочки, выглядит наша с вами схема вязания. Значит, раппорт узора у нас с вами будет составлять 19 петель. Это сумма вот этого синенького квадратика и сумма и вот этого красненького квадратика. То есть, смотрите, синенький квадратик – это наша коса на 6 петлях. Красненький квадратик раппорт обозначается
Это наш ажурный узор. Из 13 петель состоит. В сумме это раппорт на 19 петлях. Видите, вот вверху нарисовано, выделено 19 петель. Вот здесь написано по-японски. Да? Вот. Почему я выделила отдельно вот эти раппорты? Дело в том, что у них ряды, раппорты рядов не совпадают. Как видите, синенький квадратик 4 у нас ряда всего в высоту занимает раппорт, а у красного квадратика на 13 петлях раппорт в высоту 14 рядов. Понимаете? Вот из-за этого такой вот получилось у меня как бы различие. Но в сумме мы рассматриваем это 19 петель раппорт. И именно так он располагается, как вот здесь компонуется. Первая у меня идет коса, и затем 13 петель ажурного узора. Так, условные обозначения здесь очень как бы распространенные. Вот эти вот смутные такие знаки, извините, схемы другой из японского журнала, другой не было. Вот этот знак – это перекрещивание 4 петель направо, и вот этот знак – перекрещивание 4 петель налево. Пустая клеточка – это лицевая петля, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такой знак, девочки, это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и зеркальный, вот такой знак, это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кружочек – это накид. Вот. И вот этот знак еще есть 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. А все остальное, в общем, я, в принципе, все сказала. Так, с этим понятно. Делайте скрин, кому нужно, схемы, кого заинтересовало. Я ее, в принципе, могу отдельно выложить в сообществе и ссылочку оставить под видео. Так, теперь важный момент выкройки. У нас их много. И я вам показываю первую выкройку нашего жакета. Вот такая выкройка. Ее очертания вам понятны, видны. Это классика, элементарная классика с проймой, с окатом рукавчик, длинный рукав стандартный, да, и полочки, спинка полочки. Вот. Более детальные размерчики у нас будут с вами разбираться во второй части видео, после того, как мы с вами свяжем образец и определим плотность. Я буду вам все подробнейшим образом рассказывать. Итак, это выкройка жакета. Но мы с вами будем рассматривать и блузочку. Да? Блузочка у нас вот так выглядит, выкроечка. Показываю вам тоже, приближаю, девочки. Вот такой вот у нас тоже классика. Классика. Это я очень приблизила. Классика, да. И рукавчик сейчас сдвину. Кому нужно, делайте скрин, девочки. И классический вот такой рукавчик. Здесь вот показано еще, как обработать вырез горловины у блузочки. Повторяюсь, это блузочка. Это выкройка для блузочки. Схема у них одинаковая. Так. Понятно, да? Хорошо. Дальше идем. У нас есть с вами описание, которое я составила и выложила под видео, девочки. Вот такое вот описание. Центрирую, чтобы вам было понятно. Будем составлять сегодня, значит, рассматривать охват размеров 42 по 54. Длину изделия беру общую 60 сантиметров. Корректируйте ее, заостряя внимание, в каком месте нужно откорректировать под свои желания и под свой рост. Все вот это попетельно, что я здесь с вами вот сейчас напечатала, будет разбираться у нас во второй части видео. Я буду рисовать, объяснять, как расположить узоры, да, и поэтому там все очень детально, мы все это рассматриваем. Я это читать сейчас не буду, вы сами почитаете, под видео будет размещено вот это вот текстовое описание. Так, все. И по поводу сборки тоже, значит, останется вам сделать все швы, втачать рукавчик и сделать обвязочку, связать планочку по вырезу горловины и по боковой стороне каждой полочки, да, то есть по полочкам еще. Предусматриваем
7 пуговиц, прорезь для них в этих, значит, в планочках. Вот, ну все как всегда, ничего нового, почитайте. Итак, мои хорошие, приступаем к вязанию образца. Девочки, для вязания образца я набрала 34 петли. Значит, смотрите, 6 петель у нас коса, по центру я ее решила расположить. Это свой раппорт отдельный. Вот он занимает 6 петель и 4 ряда в высоту. Не хочет писать ручка. Так, и второй узорчик наш ажурный. С двух сторон он у меня получился, справа и слева от косы. Вот, он занимает 13 петель. И, как видите, я взяла 2 раппорта по 13 петель и 1 раппорт по центру косы расположила на 6 петельках. Вот. В сумме это получилось 32 петли и 2 кромочные, поэтому 34 петли. Давайте вязать с вами. Итак, у нас с вами ажурный узор на 13 петельках. Показываю первый ряд раппорта и коса. Итак, у нас 2 изнаночные первые идут, и далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вот так переставляю их местами, мне так удобно, чтобы вторая была поверх первой петли. И провязываю как 2 вместе лицевой. Затем 2 изнаночные. Итак, связали первый ряд ажурного узора. Теперь косичка. Перекрещиваем 4 петли направо. Я беру без дополнительной спицы это делаю. Я переснимаю все 4 петли на правую спицу. Затем с помощью левой спицы кончика 2 петли первых за работой оставляю, высвобождаю следующие 2 петли и с помощью правой спицы переношу их на левую. Видите, у меня перекрестились 2 лицевые, стали направо, пошли перед работой, и налево пошли за работой 2 тоже лицевые. Провязываем все 4 лицевые эти петельки, все 4. Все, перекрестили 4 петли направо. Осталось у нас в косе 2 лицевые, и все, вот 6 петель косы. И далее повторяется у нас раппорт нашего ажурного узора. То есть 2 изнаночные, затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, снова накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные. Кромочные мы тоже вяжем изнаночные. Вот так у меня расположились узорчики. Связали первый ряд раппорта. Все четные ряды, которые у нас будут являться изнаночными, мы вяжем как смотрят петли. Накиды мы вяжем изнаночными петельками. Встречаемся с вами в 3-м ряду узора. 3-й ряд. Вяжем ажурный узор. Итак, 2 изнаночные в начале. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные. Связали ажурный узор. Теперь у нас с вами косичка на 6 петлях по центру. Мы вяжем 2 лицевые и перекрещиваем следующие 4 петли налево. Значит, также я снимаю 4 петли на правую спицу, только теперь
кончиком левой спицы я снимаю перед работой первые 2 петли, а те, которые остались за работой, высвобождаю. И также с помощью правой спицы, вот так как за работой, возвращаю на левую спицу. Видите, перекрестила, теперь 4 петли я налево. И вяжу их все 4 лицевыми. Вот, все. Далее у нас опять идет ажурный узор на 13 петлях. Это то же самое, что мы только что связали раппорт. Самостоятельно, девочки, свяжите этот узорчик по тому, как я вам сейчас показал, 3-й ряд. Вяжем 5-й ряд ажурного узора. Начинаем с 2 изнаночных. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные. Связали ажурный узор. Теперь у нас с вами идет коса на 6 петлях, повтор с 1-го ряда. То есть всего, как я и говорила, 4 ряда высоту раппорт. Теперь косичку мы снова перекрещиваем направо. 4 петли и меняем их местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой, перекрестили и связали как 4 лицевые. Остались 2 лицевые у косы, связали. И далее опять идет повтор раппорта ажурного узора на 13 петлях. 2 изнаночные и так далее. Повторяем. Вяжем 7-й ряд, девочки. Показываю вам ажурный узор. Начинаем мы его с 2 изнаночных. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 изнаночные. Связали ажурный узор. И далее идет косичка у нас по центру на 6 петельках. Здесь у нас сейчас идет уже, значит, 2 лицевые, перекрещивание 4 петель налево. Вот, то есть, ну, тут уже идет повтор раппорта, я просто показываю. И далее идет у нас опять ажурный узорчик, 7-й ряд. То же самое, что я только что вам в начале показала. Повторяю. 9-й ряд. Вяжем 9-й ряд. Опять у нас ажурный узор 2 изнаночные начинается. И далее вяжем лицевая накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и 2 изнаночные. Вот так мы связали с вами на 13 петлях ажурный узор. Далее идет косичка. Ну, очередной повтор у нас. 4 петли мы перекрещиваем направо. То есть вы поняли, да? То, что мы в каждом лицевом ряду что-нибудь куда-нибудь перекрещиваем по логике вещей. То вправо, то влево чередуем, да? Вот. Ну и далее идет повтор на 13 петлях. То же самое, что я вам только что показала раппорт. 11 ряд у нас с вами. Вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Раппорт связали. Косичка идет у нас. Сейчас идут 2 лицевые и перекрещивание 4 петель налево. Все, поменяли местами, связали 4 лицевые. Далее опять ажурный узор, 11 ряд, повторяю. 13 ряд ажурного узора вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли,
Меняю первые, вторые петельки местами, так, чтобы вторая оказалась поверх первой. И все 3 вместе вяжу одной лицевой петлей. Видите, да? Делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 изнаночные. Все, раппорт связали 13 ряда. Косичка у нас, перекрещивание 4 петель направо и 2 лицевые провязываем, еще 2 лицевые. Все, далее повтор идет раппорта ажурного. Девочки, 14 ряд мы вяжем, как смотрят петли, это изнаночный ряд, да, и затем у нас идет повтор раппорта с первого ряда ажурного узора, да, ну, косичку вы уже и так поняли, что она у нас всего 4 ряда, раппорт, высоту, затем повтор. Все, мои хорошие, после того, как я сейчас довяжу оставшиеся петельки, мы сделаем с вами влажную тепловую обработку образца и сделаем расчет плотности. Горячим паром, девочки, обдаю наш образец. Становится влажным, податливым, тянем его в разные стороны аккуратно, но энергично. Обращаем внимание на крайние петли. Посмотрите, они у нас закругляются. Надо их выпрямить, потому что у нас сейчас кромочные тоже будут в расчет участвовать. Так, все. Оставляем сохнуть наш образец в таком состоянии. Сейчас наша задача сделать замеры. Давайте по ширине измеряем. Прикладываем линеечку 17 сантиметров. 17 сантиметров набирали 34 петли. Делим 34 на 17 сантиметров. Получаем 2, ровно 2. Записываем, что в 1 сантиметре у нас 2 петли умещается. Дальше. По вертикали также измеряем длину связанного образца. 17 тоже. Интересно. 17. И у меня здесь связано 3 раппорта в высоту по 14 рядов. 14 на 3, 42. Поделим на 17 сантиметров. Получается 2,47. Ой, ну это почти 2,5, да? Давайте запишем в 1 сантиметре 2,45 ряда. Вот такая плотность у нас получилась по вертикали. Но вы поняли, что я не стала писать ни 2,4, ни 2,5, а сделала средние, чтобы быть более точными. Да? Сейчас эти цифры нам понадобятся в дальнейших расчетах. Смотрим выкройку. Итак, у нас будет вот такая с вами, девочки, выкройка использоваться. Высоту я изделия выбрала 60 сантиметров. Вы ее легко поменяете за счет вот этого расстояния. Да? И давайте определяться с размерами, с шириной спинки и переда. Смотрите. Значит, на спинку и перед для 40, первый размер у нас 42-46 будет охватывать. Вот. И 51 сантиметров получается спинка. Далее. 55 сантиметров на 48-50 размер и 61 сантиметр на 52-54 размер. И попетельно мы умножаем наши сантиметры на нашу плотность, которую мы с вами сегодня расчетным путем получили. В 1 сантиметре 2 петли, то есть на 2. И получается 51 на 2. Это будет 103 петли, но я уже уточнила здесь. 55 на 2, 110 петель, 61 сантиметр на 2, 122 петли. Располагаем теперь с вами узор. Вот я здесь схематично изобразила. Смотрите, для того, чтобы дальнейшие расчеты вам были понятны, я хочу сказать, что в сумме вот эти 2 наших узора, которые мы с вами вязали, коса на 6 петлях и ажурный узор на 13 петлях, в сумме это 19 петель. И именно так будет звучать раппорт узора. 19 петель. Независимо от того, что в косе у нас по высоте
разное количество рядов, да, в раппортах, все равно мы будем считать, что это наш раппорт на 19 петлях. Понятно, да? В ширину именно берется вот этот мотив. Ширина его 19 петель. И именно его я буду называть в описании раппорта. Далее, что такое 6 петель? Первых 6 петель в раппорте — это вот эта наша коса. И дальше идет 13 петель ажурный узор. Понятно? Будут еще вот эти встречаться. То есть 6 петель первых в схеме и 13 петель последних в схеме. Это имеется в виду ажурный узор на 13 петлях. А схематично я вот так изобразила. 103 петли по спинке располагаем следующим образом. 5 раппортов у нас подряд идут по 19 петель. И далее идет коса на 6 петлях. В сумме еще плюс 2 кромочные, 103 петли. Это для 42-46 размера. Для второго размера спинка размера у нас 48-50 узора будут располагаться те же 5 раппортов, только начинаться все будет с 13 последних петель ажурного. И для симметрии затем будут идти 5 раппортов, и все будет симметрично и красиво. То есть, понимаете, да? Если у нас заканчивается узор вот этими 13 петлями, наш раппорт заканчивается, да, то и очень красиво, гармонично эти 13 петель поставить первыми, да, а потом уже 5 раппортов подряд. То есть вот так у меня 110 петель получилось. Ну, еще кромочная я здесь учла. Так, и для третьего размера, уже мне места не хватало, я вот здесь нарисовала. 52-54, 122 петли укладываются в узор следующим образом. Девочки, 6 раппортов по 19 петель. И затем 6 петель я для симметрии добавляю нашего ажурного узора. Это первый по схеме, да, понятно. Ну, коса, иными словами. И 2 кромочные. В сумме это 122 петли. Еще раз повторю, 6 раппортов по 19 петель и слева коса. Схематично вот изображено как расположение узоров. Теперь давайте опять вернемся к нашей выкройке. Смотрим. Вот эту величины от планки. Планочку можно связать резиночкой 1 на 1, 2 на 2. Любую резиночку можете использовать. Можете какую-то свою декоративную придумать там, да. В общем, смотрите, от планки, девочки, до проймы у нас я взяла 30 сантиметров. Если общая высота изделия будет 60 сантиметров, то будет 30 сантиметров до проймы. Сама ширина проймы, высота проймы 22 сантиметра. На все размеры здесь. Это довольно большая ширина, даже на 54 размер пойдет. Вот глубина проймы я сделала, смотрите, 5 сантиметров на все размеры. Но если плечики у вас узкие, то вам лучше на большой размер сделать 6 сантиметров, то есть 12 петель. Но я везде буду в описании писать 10 петель пройма. Как ее закруглить, я тоже рассказываю в описании под видео. Будет выложено это описание, девочки. Теперь что по поводу выреза горловины. Ширину я сделала выреза горловины 18,5 на маленький размер. 37 петель это получилось. Я умножила на 2 плотность. На второй размер 38 и 40 петель у меня пошло на 52-54. И все, что осталось, это плечи. Скос плеча можете формировать, можете нет. Вот, я его учитываю. У меня, значит, первый размер составил 33 петли плечо, второй 36 и третий 41 петля. Пришлось на плечи. Как я их считала, смотрите, на примере первого размера 103 петли всего у нас участвует в спинке. Отнимаем 37 петель по вырезу горловины и отнимаем по 10 петель, то есть отнимаем 20 петель глубина проймы, да, 46 петель делим на 2, получается 23 петли. Вот таким образом считается плечи, девочки. Обращаю ваше внимание, как это правильно сделать расчет. Давайте второй размер посчитаем тоже. 110
110 петель, отнять вырез горловины 38 и отнять 2 проймы, это 20 петель, 52 делим на 2, это будет 26 петель. Так, и на третий размерчик у нас всего участвует 122 петли, отнять вырез горловины 40, отнять 20 петель пройма, 62 делим на 2, это 31 петля. Вот таким образом у нас на каждое плечо вот такое количество петель должно остаться. Как сформировать скос, я описываю это в своем описании, почитайте под видео. Давайте перейдем на полочку. У полочки, значит, тоже будет, ну, это половина спинки, обычно берется количество петель, да. Теперь узоры, как располагаем. Первый размерчик, смотрите, девочки, 53 петли у меня получилось, если узор располагать. Это правая полочка, я описываю. Начинаем с 13 петель первых, последних по нашему с вами узору. То есть вот эти 13 петель, да. И далее идут у нас, смотрите, 2 раппорта по 19 петель. Да, понятно. 19 и 19. И в сумме это 53 петли. Ну, еще кромочные. Я их тоже учитываю. Дальше, второй размер. У нас 59 петель получилось. И распределение раппортов следующим образом. Все то же самое, значит, как вот я у первого размера показывала. Единственное только, смотрите. Итак, начинаем с 13 петель последних в раппорте. Вот они, да. Затем 2 раппорта подряд по 19 петель. И завершается все 6 петлями первых по узору. Вот, первый в раппорте. Видите? Вот эти наша коса. Вот, только так у меня получилось расположить. Вы, конечно, можете компоновку узоров под себя там сделать. Еще если плюс 2 кромочные, то 59 петель, да. И на третий размер у меня 61 петля получилась. Вот так я сделала расположение узоров. Я добавила еще 2 изнаночные. И все. Вот, то есть, если это правая полочка, смотрите, начинаем с 13 петель по схеме. 2 раппорта подряд. Заканчиваем 6 петлями косички. То есть, это первых по схеме в раппорте. Затем добавляю к крайне 2 изнаночные, кромочные. В сумме это 61 петля получилась. Вот и все. Теперь, что касается выреза горловины. Здесь у меня от планки до выреза горловины 44 сантиметра. Пройму мы оформляем аналогично, как у спинки, на той же высоте и той же глубине. И скос также формируем. Здесь отличие идет в том, что необходимо сформировать вот эту вот линию выреза горловины, такую округленькую, да, и об этом я подробно рассказываю в своем описании под видео. Сейчас на этом заострять внимание не буду. Хочу сказать, что она располагаться начнет, формироваться на высоте 44 сантиметра от планки. Вот. И переводим эти 44 сантиметра всегда, и эти 30 сантиметров, то есть все вертикальные размеры переводим в ряды. Не забываем с помощью вертикальной плотности. Как это сделать? Смотрите, 44 умножаем на нашу плотность по вертикали. Мы ее с вами считали. Я показываю вам схему. Вот. Мы писали в 1 сантиметре 2,45 ряда. Да? Вот я эти 44 сантиметра умножаю на 2,45 и получаю 108 рядов. Округляется всегда в сторону четного числа. Вот, 108 рядов обязательно надо связать, и только после этого формировать вырез горловин. То есть меряем не сантиметрами, девочки, а рядами. И это важное условие. Это условие надо соблюдать, чтобы после стирки ваше изделие не растянулось, не стало бесформенным и очень длинным. Да? Обязательно соблюдайте это условие. Так. Теперь к рукавчику. Рукавчик вы можете сделать полноценно длинным, либо 3/4. Вот. И, в общем-то, здесь можно сделать этот жакетик с коротким рукавчиком вообще. То есть вот эта длина, это на ваш рост и на ваше желание. Вот эта длина от планки до оката. Здесь вы ставите свою длину и по-своему пересчитываете скос. Как посчитать скос? До этого сейчас мы тоже дойдем. Давайте
Значит, набираем 56 петель на все размеры, вяжем резинку 1 на 1 на высоту 8 сантиметров. Далее переходим к ажурному узору, равномерно прибавив, сколько здесь петель, надо, чтобы было 65. 65 отнять 56, 9 петель надо добавить. То есть я пишу плюс 9 петель. Равномерно их добавите в последнем изнаночном ряду резинки. И в лицевом ряду начинаете распределять узоры вот таким образом. Я нарисовала на все размеры. 3 раппорта подряд по 19 петель. Добавляете косичку крайне левую на 6 петлях, ну и кромочные. Все петли, которые вы будете прибавлять по скосу, включайте в изнаночную гладь. Все. Не в узор, не надо там ничего мудрить с узором, просто изнаночные петли у вас будут прибавляться. Теперь, что касается самой широкой части рукавчика. Я сделала, значит, что здесь стоит мерочка 40 сантиметров. Я сделала нечетное число. Так должно было 80, я сделала 81 на первый размер. И затем еще 2 петли прибавила на каждый размер 83, 85, соответственно, получилось. И из этих чисел самых широкой части рукава отнимала по низу рукавчик 65 и получалось, сколько петель надо прибавить. Например, первого размера показываю 81 петля. Отнять 65 по низу рукавчика, будет 16 петель, делим на 2 скоса. На каждый скос надо прибавить 8 петель. Как рассчитать скос? Как распределить эти прибавки равномерно? Смотрите, я говорила, что у нас высота вот этого величина, вот этого вот 31 сантиметр здесь стоит по мерке. Это размер сугубо индивидуальный. Ставите длину рукава, ту, которая на ваш рост будет подходить. Обязательно эту величину поставьте мерку под себя. Я вам рассказываю для примера. И в описании тоже для примера будет 31 сантиметр умножить на нашу плотность по вертикали 2,45, да, и получается 76 рядов. 76 рядов надо поделить на 8 петель, которые будем прибавлять. 76 разделить на 8, получается вот такое число. Не 9, не 10 рядов. Да? В таких случаях рекомендуется чередование. Делаем первую прибавку в 9 ряду, следующую прибавку в 10 ряду, потом опять в 9 ряду, в 10 ряду. И таким образом у вас формируются равномерные прибавки. 8 петель прибавили, стал у вас через 76 рядов от планки 81 петля, и начинаете формировать окат рукава по выкройке в натуральную величину. Для начинающих, для девочек, которые имеют опыт, они без труда и без меня все это дело сформируют. Я даже об этом говорить сейчас не стану. Я сделаю ссылочку под видео в описании, как теоретически рассчитать окат рукава. Кому интересно, смотрите. Вот вкратце, что я хотела вам, девочки, рассказать и пояснить. Естественно, что мое описание это не панацея. Для всех размеров все не учтешь, да, то есть нюансы всегда будут встречаться. Но, в общем-то, для примера и для, так сказать, образца расчета, надеюсь, вы воспользуетесь моим описанием под видео. Оно вам пригодится. И мое вот это пояснение сейчас к этому описанию тоже, я думаю, будет не лишним. Особенно для девочек, которые только учатся вязать. Ну а для опытных мастериц, они без меня все это дело для себя рассчитают. Да? Я желаю вам, мои хорошие, удачи. До новых встреч!